Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире вебинар по использованию нейросетей для продвижения сайтов. И я рад представить вашему вниманию Дмитрия Моисеева. Дмитрий, привет! Привет. О чем ты нам сегодня расскажешь? Так, значит, я сегодня вам расскажу про свой опыт работы с Cloud-кодом. С Cloud это вот не тот, что где там просто есть еще Мгм. другой тоже Cloud был, который потом несколько раз переименовывался вот с этими, с клешнями-то, как он? Да-да. Я не помню, OpenClaw. как он называется. Нет, но я буду вот тот, что как раз такой звездочкой оранжевой. Ага. Расскажу про свои негативные, позитивные моменты, и я буду говорить это, предположу, ну, как бы вертикали больше iGaming, Мгм. но при этом некоторые вещи из iGaming мне не подошли, но, скорее всего, вам они могут подойти спокойно. И это такой больше ознакомительный, что он вообще может, потому что многие, допустим, много чего не знают. Так что будет, я думаю, кому-то интересно. Может, Мгм. всем. Отлично. Я точно буду с нетерпением смотреть, потому что Клод — это сила. Я в нем вообще последние дни все сижу, что-то сильно увлекся. Поэтому уверен, будет круто. Лимит. Ага, ну Так, ну что, все, могу презентацию начать? расшариваю экран твой, и тебе слово, Дмитрий. Так, окей, видно, да, все нормально? Да, все прекрасно. Так, вот речь пойдет о Cloud, вот этот вот, не путайте его там, где клешни. Значит, я сейчас расскажу свой опыт, да, как я его применяю, но не все, потому что тема огромная. То есть у нас есть VS Code, есть скиллы, есть, как он, Cowork называется, по-моему, они Мгм. недавно выкатили. И, в общем, есть отдельная даже методика, как делать так, чтобы было меньше лимитов тратилось. Но давайте не об этом, поедем сперва. Вот о чем я поделюсь. Я работаю в нише в основном iGaming, и у меня есть задача, которая отнимает у меня огромное количество времени. Условно говоря, у нас есть 150 с чем-то запросов, и мне нужно в Ahrefs пробить их и узнать, в каких гео есть трафик. Но это не единственное. Мне нужно узнать в этих гео, где есть трафик, что там в первых трех позициях в плане сниппетов, потому что, ну, я исключаю там, где есть расширенные сниппеты, то есть там какие-то большие элементы в виде там нейроответов, либо просто расширенные сниппеты, два, допустим, сайта с расширенными сниппетами стоят, то есть в iGaming это уже не имеет никакого смысла туда продвигаться, потому что ты не получишь трафика. Вот. Это второе условие по серв, да, то есть чтобы он определял. Далее условия по гео, то есть нас, допустим, интересует только определенный список стран, другие нас не интересуют. Собственно говоря, это у меня раньше занимало огромное количество времени, потому что, и это очень важно, потому что нужно проверять сайты, не сайты, вернее, а ниши, где ты будешь делать, до того, как бы ты начал делать. Там нужно, как правило, делать целая сетка, и чтобы на это не тратить много денег и времени, всегда анализируется, что там вообще в этой выдаче и в этой гео. То есть тут такая примерная оценка а, во временных моментах, да, то есть ручной и с помощью Cloud и Ahrefs. Cloud плюс Ahrefs чуть попозже расскажу, там много чего интересного. Также немножко SEO-аудиты делал, но об этом тоже чуть позже. Анализ конкурентов, как бы вот тут я бы не сказал, что он что-то интересное сказал. Стратегия микросайтов, там тоже ничего особо интересного. Ну и, в общем, все остальное я уже как бы вкратце сказал. Так, значит, давайте сперва он теоретически, что умеет сам Cloud. Он умеет работать с семантикой, анализировать серп, как я уже сказал, делать стратегию, то есть он, условно говоря, может иметь, вы ему объясняете, что нужно, говорите примерно ваши мысли, что вы хотите, как вы это видите. И он вам может подсказать на основе вашей какой-то сырой идеи какую-то стратегию. Допустим, он вам может сказать, что вам вот по этому запросу в этой нише из тех данных, что ты мне скинул с Ahrefs, со своей Google Search консоли, тебе нужно вот сделать здесь отдельный сайт, а вот у этих двух отдельных сайтов, которые у тебя уже есть, сделать такие-то страницы. Или, допустим, где-то поменять title, description, snippet, но тут иногда он лукавит. Дальше. Ответственная работа с контентом. Я думаю, что уже сейчас все пишут тексты, да, то есть и Cloud с этим тоже справляется. Анализ ссылочного и вот очень серьезный инструмент – это автоматизация. Чего автоматизация? Да?
почти всего, что можно автоматизировать, да, что может сделать программист. Я попозже об этом расскажу, какие кейсы я как бы сам делаю и в плане SEO. И, в общем, интересная штука тут будет. Значит, в чем ситуация? Вот есть 159 ключей, и нам нужно их проверить. Справа от вас есть сам ключ, значит, и это примерно, он, условно говоря, рассказал, как, в общем, как объяснить. В общем, здесь geo, да, причем написано сперва не просто там United Kingdom, а GB. Это означает, что, ну, то есть формат, да, мы позже к нему перейдем, то есть формат, который нам нужен, в котором нужно, чтобы отдавала нейронка результаты, да, то есть он помимо этого еще и пишет нам, что это, то есть, хотя я его это не просил. Он будет оценивать вот все эти параметры, что написано слева, и указывать максимально приоритетное для нас зеленым, менее приоритетное желтым и красным то, что нам вообще не подходит. Фильтровать он будет по 300 запросов в месяц, исключать такие вещи, как ну, вот то, что тут написано про сниппеты, несколько пунктов, как я понимаю, и, собственно говоря, оценивать, естественно, там потенциальную конкуренцию по Ahrefs. Значит, про анализ выдачи здесь он, помимо этого, смотрит, какие сайты, какие у них параметры. Также он смотрит как бы intent топа, потому что, ну, допустим, есть запрос, который может быть совершенно не в интенте. Предположим, мы работаем по промокоду, а есть запрос, скажем, я даже не знаю, как это привести, в общем, вход, хотя вход иногда тоже нужен нам, допустим, залогиниться, это как бы отдельный немножко интент, и с ним нужно по-другому работать. В общем, схема работы очень простая. Нужно проанализировать большое количество. У нас получается, тут немножечко опечатка, там было 189, 185, ну, не суть важно. В общем, дается ему просто блок, то есть текстовый файл, не текстовый, как он, Excel-файл, да, в котором есть 3 столбца. Первый – это ключи, второй – это глобальная частотка, вот та, что в Ahrefs показывается Global Search Volume, и третье – это вот то, что я вам показывал, это вот эти вот аббревиатуры. Я ему даю пример сперва вот с этими гео, которые мне нужны, то есть объясняю, что вот есть гео Германия, да, то есть, потому что в Ahrefs Германия не D обозначается, а обозначается Germany. И так далее с другими странами, чтобы он мне писал в таком формате, который мне нужно. И, в общем, все надо замечательно сделал. Сейчас я вам покажу немножечко в самом еще на экран переключусь и покажу, что он там сделал. Давайте на этом моменте остановлюсь и попробую перейти. Так, скажите, пожалуйста, видно ли? Да, видно expired domains, да? Да, смотрите, значит, сейчас будет очень интересная ситуация, которую многие не знали, но, возможно, уже поздно. Значит, что я сделал? Я подключил Ahrefs прямо здесь. Если что, у него прям есть этот, как это, расширение, или как это называется, для самого клауда. MCP, да, точно. Я ему просто сказал, как мне подключить. Он мне сказал, вот, я подключился, проверяет, что-то тут делает, я в шоке. Короче, я начал с ним тут общаться, и я решил, я пока эту таблицу сейчас открою примерно, ему скинуть таблицу, да, можешь ли ты тут, грубо говоря, посмотреть, как мне что, какие лучше ключи взять, пробив каждое гео, абсолютно каждое, по каждому ключу из тех, что я тебе указываю. Я тебе указываю гео только, вот, условно говоря, страны Европы, да, причем с исключением некоторых стран Европы. Сейчас я покажу, что он нам сделал, и сделал он очень интересно. Значит, он вот, я надеюсь, тут не мелковато ли? Я сейчас нас поменьше сделаю, а экран побольше. Вот. Да, Всё. значит, он оказался умнее, чем я думал, намного. Значит, он взял
Вот здесь ключи. Я большинство замазал просто потому, что, замазал. Вот. Global Search Volume, и он мне говорит, вот у тебя первый ключ, Великобритания, я поставлю тебе зеленым, и еще поставлю тебе Австралию, Канаду. Далее он мне прям пишет по каждой частотке, куда он повторяет. Он еще таблицу сделал, я о ней потом расскажу, он там с конкуренцией много чего рассказал еще. Также, тут у меня просто я скопировал неправильно, она тоже зелененькая. Он мне сделал по каждому гео, каждое гео мне он отметил. То есть представляете, сколько у него ушло бы времени на то, чтобы вот сбить 150 запросов. Ну да, там не все гео смотреть, это только определенное. То есть у меня это ушло там, может быть, не знаю, может быть вечер, может 2 вечера полных там или там целый полдня. А он это сделал за ограниченное количество времени, совершенно там, пишет там, по-моему, 80 минут, но он думал много, а я писал мало, то есть я писал вообще 15 суммарно весь текст. Также он мне отметил то, что не нужно. Я, кстати, все это, не все, но большую часть проверил руками, что он, значит, тут делал. И, собственно говоря, он во многих случаях абсолютно прав. Естественно, по смыслу он не всегда понимает, что это. То есть он не всегда адекватно воспринимает, но, собственно говоря, большинство своего он воспринимает он очень адекватно. Теперь, значит, вернусь вот к этому чату и к Ahrefs. Самое главное, сейчас, наверное, все думают, сейчас можно подключить сразу Ahrefs и так делать, и не париться. Проблема в том, что у них есть API, оно появилось даже на самом первом тарифе. Доступно API, но оно настолько маленькое и ограниченное, что я в целом, вот я один раз это сделал, еще один раз я его полностью съел. То есть оно очень и очень такое ограниченное, вот. Но учитывая, что не все работают в тематике вайгейминга, вы можете просто руками выгружать все таблицы из Ahrefs в нужном гео, да, и закидывать ему, и с ним примерно на эту тему также работать, и он будет, условно говоря, все понимать, что нужно сделать из тех данных, что вы ему даете, да, то есть он сам даже понимает, даже без прикрепления к нему каких-то скиллов, это вообще отдельная тема, он уже понимает что-то и кто-то может наговорить. Я потом покажу, что он тут сделал по аудиту, там спорно, конечно, но интересно посмотреть будет. Значит, дело в том, что в самом Ahrefs есть много инструментов, и сам по себе Ahrefs по MCP может ими пользоваться. То есть, в частности, я большинство из них перечислил, вы можете просто посмотреть, что у меня это Ahrefs, и вот эти все, может не все, но как бы в случае большинство, 108 инструментов, они доступны будут вам в самом окне Ahrefs, если у вас есть на это лимиты, вы очень богатый человек, возможно, и вы делаете все прямо в чате. Но это самое, наверное, крутое, простое, что я видел. Просто я написал в чате «подключись», у меня вылезло это окошечко MCP-сервера, я нажал «Далее», все, он типа все видит, я ему пообщался с ним, он прямо мне в этом чате сделал готовый файл шаблона, я его запомнил, отправил, и он мне через несколько минут все сделал. Обалдеть, я такого никогда не видел, не представлял. Причем никаких скиллов у него не было заранее подключено, и он просто на пальце даже не писал, а диктовал. Значит, доходим до такого немножко спорного момента, но прикольного. Это Cloudflare. Многие, может быть, вот эту штуку видели. Значит, собственно говоря, что это такое? По ней много видео. Это такая фиговина, расширение для Google Chrome. По-моему, только в Google Chrome она есть. Где-то еще я ее не видел. Она позволяет вам, то есть сам Cloud ходит по страницам, что-то делает, открывает, что-то меняет. Вот есть какие в этом минусы. Она очень много жрет лимитов. Я открыл Google Search Console одного сайта и написал ему: проанализируй Google Search Console, походи, дай мне какие-то рекомендации по нему, исходя из того, что ты видишь в Google Search Console. Собственно говоря, закончилось тем, что он написал что-то, а потом просто сказал, что, слушай, лимиты как бы все, но у меня, повторюсь, у меня дешевая подписка пока что, которая за $20, потом я буду переходить там на 90 или 100, ну, пока у меня это отрабатывается. В общем,
он очень много жрет лимитов, и даже я бы сказал, что вот эта задача, да, в Cloud браузере, она подходит только для каких-то таких достаточно простых задач. Вот, дальше я позже расскажу, как можно это все сделать. Но суть в том, что она очень много тратит. То есть какие-то сложные задачи, ей можно это дело оптимизировать, просить ее меньше делать скриншотов, потому что, в общем, есть такие ситуации, когда она может оказаться беспомощной, потому что, допустим, мы даем ей сервис по какой-то оценке, ну, то есть любой там большой SEO-сервисов, у них есть функционале, когда вы что-то закидываете, они вам предлагают скачать, а не веб-версии. Так вот, скачать, чтобы заставить вот эту штуку скачать, то есть она же не может к вам на компьютер зайти, она в данном случае здесь работает только в этом в браузере. Как это обходится? Есть какой-то Google скрипт, или как-то так он называется, и туда вставляется ссылка, которую они дают, и это открывается там Google таблица какой-то, предположим. Костыльный метод, есть много лимитов. В общем, я много чего экспериментировал с ним, и вот какие-то простые задачи, типа того скопируй, вставь, опять скопируй, вставь в таблицу из этого, они работают. То есть можно, допустим, попросить его там что-то понажимать однотипное в админке, что-то еще, она работает нормально. Но когда что-то сложное, ему нужно много делать скриншотов, анализировать, он сыпется на этом и совершенно не подходит для сложных задач. Если он даже не смог проанализировать Google Search Console. Значит, что вообще к нему можно подключить, кроме Ahrefs? Значит, Google Drive, Screamer Frog, Data for SEO, SEMrush API, Google Search Console и Majestic. Значит, сразу расскажу здесь про свой опыт с подключением вот этого всего. Значит, первое, Google Drive, он там подключается, у них даже MCP есть. По поводу Google Search Console я прям сам спрашивал ее, где у тебя, как подключить. Значит, самым простым способом, из того, что он мне говорил, самый простой, это если у вас есть... Короче, в Ahrefs можно подключить Google Search Console, как я помню. Ну, почему что мне он это сказал, у меня просто он не подключен никогда по разным причинам. И можно обратиться к этой Search консоли через Ahrefs. Есть решение, уже можно посмотреть, то есть в целом его можно подключить, но это уже не тот, что в браузере, да, должен быть у вас код, это то, что у вас должен быть там работать уже на железе, как я понимаю. Вот. Далее мы сейчас немножко экспериментируем с Majestic. Его мы используем только, ну не только, а в основном для там, поиска определенных сайтов-доноров. То есть в целом там тоже немножко нужно потанцевать с танцами с бубном, как я понимаю. Просто не я сам подключал разработчик. Так, значит, что можно вообще, он может в Google Search консоли? В принципе, он не особо-то что такого уникального не может, то есть вы даже можете не подключать его в Google Search консоли, вы можете, если у вас немного проектов, немного сайтов, вы можете просто все это выгрузить. Просто у меня, допустим, много Google Search консолей. Для меня это не имеет смысла. Для кого-то, может быть, это имеет смысл. Вы можете, используя, значит, Google Search консоль, много что тут, все написано просто, найти трафиковые, менее трафиковые, понять, где низкий CTR, где что-то нужно сделать в плане линкбилдинга, какие-то ошибки, какие-то еще. То есть он вам по факту может создать список рекомендаций, которые потом же вы можете, скажем, если вы используете VS Code или какой-нибудь, курсор, вы можете просто с него уже получать ТЗ, эти ТЗ кидать, допустим, курсору или VS Code, и он будет их внедрять. То есть это такая прямо автоматизация полуручная, как бы если вы не подключили Google Search Console. Я повторюсь, я сам его лично не подключал,
потому что у меня в этом нет необходимости. Но я хочу, чтобы все знали, что такая возможность есть. Однако вопрос, конечно, насколько это вам нужно. Значит, тут немножко рассказывается о том, что и для чего нужно подключать. Значит, Majestic нужно подключать для работы с ссылочным. И я вот тут сразу скажу, что тут написана цена 49 в месяц. Но учитывая наши лимиты, наши пожелания, у нас цена упирается, по-моему, почти в 400 баксов. То есть там тоже есть лимит, там тоже есть ограничения, но они не такие. Плюс сама база Majestic намного, на мой взгляд, хуже, чем база Ahrefs. В плане ссылок имею в виду. Дальше. Для анализа конкурентов я рекомендую вам использовать SEMrush, да, то есть он еще дороже, он от $100 начинается. Но в целом, как бы, Ahrefs закрывает очень много всего, но он очень быстро сжирает свои лимиты, и там достаточно дорогие тарифы. По-моему, там самый крутой или один из самых крутых тарифов $12 тысяч в месяц стоит. Это если там выкачивать там миллионы ссылок, да, собственно, в нашей тематике нужно миллион выкачивать, поэтому это очень дорого. Ну и, собственно говоря, для больших объемов это Data for SEO. Мы его уже много раз где применяли. Применяли мы его с N8N. N8N, да, уже все забыли про него, а он есть. Применяли его успешно, и нам он в целом понравился, потому что он достаточно недорогой, и там, по-моему, насколько я помню, достаточно демократичные API были. То есть мои рекомендации по конкретным того, что можно подключить к клауду, это вот эти 3 штуки. Ну и Ahrefs, естественно. Он может, как я уже говорил, работать с таблицами прямо в чате. Я вам чуть попозже покажу, что он там наделал, там тоже кое-что интересное есть. Но было бы хорошо, если у вас был бы подключен Google Drive к нему. Далее, насчет ссылочного анализа. Значит, я вот тут интересно, я не очень понял, откуда он знает там про какие-то ссылки, про то, как рассчитывается бюджет, потому что он вроде стелит гладко, но я не очень понимаю во многом. То есть я потом покажу сейчас небольшой такой блиц-аудитик, который он сделал. И это интересно, но с вопросами. В общем, он вам тут может рассказать, если вы ему, скажем, вот вы взяли, у вас нету этого API, вы взяли, выгрузили сайты или ссылки этих сайтов, или вообще свой как бы ссылочный профиль, сказали, что вот мой ссылочный профиль, вот ссылочный профиль моих конкурентов. В iGaming это не особо работает, потому что там многие скрывают ссылки от Ahrefs. Но в данном случае, если у вас белые тематики, не факт, что у вас скрывают ссылки, вы можете, вот, условно говоря, выкачать там, 10 бэклинков, там, ну, то есть 10 импортов разных ваших конкурентов, а лучше там 30-40, сказать, что вот это мои конкуренты, вот это вот я, пожалуйста, скажи, что мне не хватает, какие ссылки, с каких сайтов можно купить, или какие типы ссылок, анкоров может не хватать. При условии того, что если в Ahrefs у вас как бы есть на это лимиты, и он вам это покажет, самое главное, потому что много что Ahrefs может не показывать, к сожалению. Значит, после вот этих 185 или 189, тут немножко у нас путаница в цифрах, он нашел достаточно большое количество, тут показано несколько примеров с низким DR, с хорошим объемом в разных гео. Я потом покажу саму таблицу еще раз. И здесь очень, как бы, это вообще просто визуализация того, как он быстро нашел, с какими параметрами. Он нашел запрос с DR в каком-то гео в United Kingdom со словом казино, тут еще какое-то слово, если я его замазал, вообще без без конкуренции, потому что запрос молодой. С DR он нашел в Канаде 12, дальше он нашел по объему в Великобритании и Ирландии достаточно неплохим, и еще такой же запрос в Великобритании 5 чем-то. Это на самом деле хорошая частотка,
в нашей тематике, потому что бывает она работает с много меньшей частоткой. Тут надо оговориться, что Ahrefs, и почему он именно вот тут много встречается в Великобритании, насколько я понимаю, он очень хорошо индексирует англоязычный интернет, то есть Америка, Великобритания и дальше там уже по списку Канада, Австралия. То есть не надо воспринимать, наверное, как последнюю истину последней инстанции, потому что, возможно, там, где у вас частотность маленькая, он просто ее не видит. Я часто такое видел с Ahrefs, что там частотность условно 200, а трафика там как там 2 там, или 3000. Это бывает. Значит, он нашел нам несколько микросайтов конкурентных по определенным тематикам. Из того, что вот он проанализировал, нашел их, рассказал предположительно, тут я не очень уверен, он рассказал очень красиво все по бюджетам и по количеству, я насколько помню, это у нас срок продвижения мест, он так странно написал тут, это 1 с чем-то месяцев. То есть он здесь, наверное, были переклеены домены, да, почему так быстро, еще в таких тематиках, как Австралия, Великобритания. Нет, стоп, это, наверное, я тут заглупил, это частотность, это не количество помещений, да, это частотность, точно. Просто тут не указано ничего, ну ладно. Собственно говоря, как вот можно еще дальше использовать CloudCode? Здесь этого нет в презентации, но смысл в чем? Мы берем какой-то из этих сайтов. Берем какой-то из этих сайтов. Закидываем тот же самый CloudCode. Закидываем, причем желательно не главную страницу, а, скажем, на сайте есть там первые там, 10, там, 15 страниц. Закидывайте их все туда. И говорите, вот это вот мой конкурент, сделай мне ТЗ для, скажем, курсора, с такими же страницами, вот тебе семантика, вот тебе, значит, примерно вот конкурент раз, примерно мои описания, пожелания, говорите, что я хочу, что я не хочу, что нужно взять точности, как у него, что нельзя брать точности, как у него, можете писать какие-то цвета, и главное спросите, вообще главное не только с кодом, а вообще со всеми нейронками, когда вы что-то важное его просите сделать, вы говорите ему перед тем, как выполнять задание, задай мне те вопросы, которые могут помочь тебе лучше его сделать. Или же тебе что-то непонятно в моем задании. Вот это очень намного вам сократит время, потому что это убирает большое количество непонятных и ошибок. Потому что если вы скажете сделай просто мне сайт, он не сделает вам просто какой-то сайт. Нужно больше конкретика и рамок здесь для него. То есть вы просто можете взять конкурентов, сделать подобные им сайты, и используя тот же самый CloudCode в VS Code или в курсоре, спокойно сделать почти без знания, давайте так скажем, что все-таки SEOшник немножко что-то знает в плане там HTML, CSS, я думаю, и сделать сайт, загрузить его на сервер, загружается там все очень просто, он вам, скорее всего, порекомендует GitHub, вам нужно зарегистрироваться в GitHub, это бесплатно, классная штука, делает он там репозиторий, и потом сам сервер подтягивает это обновление с GitHub. То есть вам не нужно грузить что-то на сервер, вы просто делаете сайт, допустим, в курсоре, говорите ему, обнови мне репозиторий, вот такой репозиторий, он, возможно, уже знает, либо вы напоминаете ему, и он просто загружает эти файлы замены, и потом уже сам хостинг, в зависимости там условий, потому что где-то нужно нажимать что-то, где-то он сам подхватывает, пушит коммиты GitHub на хостинг. То есть это очень сильно упрощает работу. В общем, как вообще начать с ним работать? И, во-первых, вам нужен аккаунт. Когда вы купите аккаунт, у вас будут много других интересных моментов. Значит, дело в том, что большинство, наверное, наших зрителей смотрят из того гео, где нужно из 3 букв определенная программа, чтобы лазать. И если вы это будете ставить без нее, в VS Code у вас, к примеру, не будет он подключаться, вам нужно сделать такую вещь, как туннелирование. Это что помогло мне, потому что
Если что-то вам непонятно при попытке его подключить, в браузере, допустим, у нас работает, а на машине нет. То есть была проблема в том, что не весь трафик, не весь, а какая-то часть его, ну, то есть в браузере все окей, а вот на сервере, ну, на компьютере, то есть нет. И пришлось делать туннелирование. Это несложно. Собственно говоря, можете кидать скриншоты вашей программы, которая вам помогает беспрепятственно выходить на разные сайты самому коду, он вам подскажет, что можно сделать. Далее подключаете MCP, Ahrefs, потом Google Drive. И, как правило, я уже, в принципе, все рассказывал, вы загружаете ключевые слова, задаете параметры, он вас уточняет, получаете результат. То есть в целом вся работа с кодом будет у вас выглядеть так. Вы берете какие-то файлы, загружаете ему туда. То есть у вас может быть проект, у вас может быть отдельный новый чат. И говорите ему: слушай, вот нужно то-то, то-то проанализировать и подсказать, что тут может. Если какие-то есть уточнения, спроси меня, если есть какой-то недостаток данных, спроси, я могу пробовать его предоставить. Это очень сильно помогает при анализе много чего. Значит, потом, значит, тут у нас конец, но это не конец, потому что я хочу вам показать, что он сделал. Значит, давайте я сейчас расскажу вам такую ситуацию, что с чем я столкнулся и что мне нужно сделать. И как мне здесь Cloud помог, и что мне не помогло. В общем, задача очень простая. Есть такой сервис Expired Domain, и я хочу в нем находить определенные домены, которые брошены, в которых есть определенные ключевые слова. Ну, не сказка ли, по-моему, прикольно. Первая моя идея была, то есть у меня есть, грубо говоря, 552 ключевых слова, и вбивать это каждый день, там, ну или там через день руками, это дичь полная. А первое, что я делал и что мне пришло в голову, это использовать вот штучку расширения в браузере. И чем это все закончилось? Закончилось это все тем, что он все много чего сделал, он загружал, но его нужно просить, чтобы вас не забанили. Меня один раз забанили, там, по-моему, ну, типа, подозрительная активность. Просить, чтобы он делал, то есть прямо ему сказать: слушай, меня могут на этом сайте забанить, если ты там будешь что-то, то есть я даже не помню, чтобы он там была проблема, что он JS-запросы делал, насколько я понимаю, я просто сам не разработчик, но проблема была именно с его активностью, но когда я ему объяснил, что есть проблема вот такая-то с активностью, меня могут там забанить. В общем, когда вы делаете ТЗ для самого вот этого расширения, то есть тут же по факту такое же расширение, вы можете просто писать, говорить: делай вот то-то, это. Вы говорите ему, что вот на этом сайте меня могут заблокировать, так что будь, пожалуйста, здесь осторожен. Но я, пообщавшись с ним, он мне сказал, что самым правильным, лучшим решением будет использовать, ну, не сразу он сказал, потому что справа предложил использовать Google Drive. Я сказал, что давай что-то попроще, потому что те, кто подключали вот эту всю Google систему, там прям реально надо поматериться и поделать, потому что там с непривычки и не разработчику нужно там много что нажимать, много что проверять, подтверждать. В общем, там все сложно. В чем смысл? Он мне просто сделал план для курсора или VS кода о том, что ему нужно сделать. Я могу это просто попросить перевести в формат Markdown, лучше перевести в формат Markdown, и сделать новый проект. Вот он мне даже в самом конце пишет, что нужно тебе сделать. Тебе нужно создать папку, тебе нужно положить туда вот этот файл, то есть это файл с ключами. Ну, то есть, естественно, ему нужно дать ТЗ, да, и, собственно, он будет у тебя работать, да, ну и открыть папку в терминале, вот это еще говорить. Вот это очень классное свойство курсора, что он вам может давать какие-то сервисы для автоматизации, которые то есть, допустим, вот, может не быть такого сервиса для автоматизации конкретно для вашей задачи, но вы можете с помощью него, по курсора, сделать этот сервис для автоматизации. И вот я вам просто показал простой пример. Вот я пытаюсь искать домены, которые с историей, ну, да, ребята с историей, которые просто были брошены, в которых есть определенные ключевые слова.
Не знаю, насколько это будет эффективно в SEO, возможно, эффективно, но вот, возможно, у вас какие-то есть идеи, и вы можете с ним уже пообщаться, чтобы он сделал для вас какой-то скрипт на питоне или на чем-то еще. На мой взгляд, вот это вот то, что сейчас я показываю, это даже круче, чем вот тот кейс с Hrefs, хотя там тоже круто, потому что это позволяет вам обходиться во многом без разработчика, быстро находить и внедрять решения и делать, ставить эксперименты. То есть скорость вашего SEOшника, она вырастает очень сильно, то есть, да, думаю, даже не в разы. Так, что еще я хотел рассказать про замечательный этот товарищ. Значит, лимиты он у вас сожрет, то есть очень быстро. Вот, так, кстати, сейчас последняя тема еще. Сожрет очень быстро, и поэтому попытайтесь, но сильно не надейтесь. Значит, что тут было? Тут я немножко доменчик подскрою, чтобы так его не видно, но хотя там не важно, что за домен. Суть в чем? Я ему дал все данные из Google Search Console, из еще сервисов, из схемы позиций, из Ahrefs по ссылкам, значит, адрес сайта скинул все и сказал, слушай, вот этот товарищ пропал из выдачи полностью. Что могло быть? Он удивил, что он знает, что в марте был апдейт, это основная причина, его зафильтровало. Ну, это как бы я в целом догадывался, мне, собственно говоря, не мой сайт, но просто я вот для примера, он уже все, его уже нет в живых, этого сайта. Он, значит, тут мне начинает рассказывать, что у тебя очень токсичные ссылки. Тут как бы я с ним не совсем согласен, потому что у конкурентов его примерно такие же токсичные ссылки. Так что вот здесь вот он меня приятно удивил, здесь он меня ничем не удивил. Тут он рассказывает еще про немножко декабрьский core update, да, то есть тут он показывает еще ужесточение политики в тематике гейминга. Тут как бы это, да, это важно, но это просто какие-то правильные мысли, ни к чему не приводят. Он мне пишет, какие варианты действия может дать, он пишет восстановить, далее он мне пишет новый домен, дизелоу поставить ссылки. То есть он почему-то думает, то есть, что дело все именно в ссылках. Ну, не то, что он думает, но вот один из вариантов, он мне предлагает закрыть ссылки нафиг. Как бы я, вот даже он тут мне предлагает какой-то содержимое dissolved файла, он мне может типа его сделать и можешь его использовать. Далее, сводная таблица, это вот из Ahrefs данные, они открытые. И хронология прироста ссылок. Вот это, кстати, мне показалось очень интересно, потому что, допустим, некоторые организации могут использовать как бы в отчетах, да, если, ну, в целом это в Ahrefs и так видно, да, но для красоты можно в табличку как бы это хорошенечко заполнять такие, то есть не просто прироста, да, допустим, там сделать прироста по разным анкорам или, допустим, по типам ссылок. То есть не просто, да, там в месяц, а вот из них столько-то там defollow, столько-то nofollow, столько-то вот с такими, и там топ-3 первых 5 анкоров может выглядеть достаточно прикольно. В целом, я скажу по поводу этого сайта, что он тут помучил. Он, вот что самое, наверное, тут, на мой взгляд, выглядит правдоподобно, что у этого сайта большое количество доноров с очень низким DR. Либо он скрывает, ну вот это спамер, и дальше там, собственно, я не совсем, тут как бы достаточно такая мутная тема, там про взрыв ссылок, про все, это я не с этим согласен, но прикольно, но я бы не сказал, что это прям точно. Возможно, я бы вам порекомендовал сделать это с каким-то скиллом. Я никакой скилл здесь ему не делаю, прям так на голову сделал. Просто если сейчас я рассказывал бы про скиллы, это была бы отдельная тема. Если я рассказывал бы про еще, как он Cloud Cowork, это Cloud Cowork отдельная интереснейшая тема. Это бы еще очень намного растянулось. Так, что еще я вам хотел рассказать? Сейчас я открою опять презентацию, или у меня все? Да, походу это все. Почему у меня последний лист такой?
Так, что еще я вам не показал? Да вроде бы как бы... вот это я не показал. Значит, напоминаю немножко, да, вот я попросил его сделать такую таблицу интересную, и исходя из этого я сказал: слушай, чувак, а сделай мне вот просто вот как бы какие ключи брать в работу и что там вообще. И он мне отдельно дополнительно сделал по вертикалям, да, то есть не могу сказать, что что-то прям новое было, но очень удобно, что он мне вот из этого большого количества массивов, он мне выбрал самые-самые, те, с кого можно начать, да, и тут как бы вот в данном случае, если он не сильно объясняет, но я делал, это не единственная таблица, которую я ему делал, он иногда объясняет прям подробно, он прям говорит, вот здесь у тебя так-то, здесь так-то. Ну, здесь он тоже, на самом деле, какие-то комментарии, я вижу, дает, что тут у кого-то такой DR, у кого-то тут такой DR, там есть там в топе этот товарищ, нет в топе этого товарища. Это достаточно тоже может быть информативно. Это подойдет, наверное, тем, кто работает с большим количеством сайтов, или же нужно им постоянно мониторить, как-то анализировать аналитику по SEO. Вот тут пространство огромное. Вот. Так, ну, наверное, тогда на этом все, если меня вообще слышно было, то как-то тишина. Все отлично, я тут все наблюдал, все мониторил. Дмитрий, огромное спасибо, отличный доклад, еще показал свои практические фишки. И, конечно, есть вопросы. Да, есть вопрос. Ну, конечно, отвечаем. Так, первый вопрос. Как правильно задавать промпты? И вообще, не переоценены ли промпты вообще вот сейчас в работе Да. с нейросетями? Как делаю, вот смотрите, есть несколько первых вариантов, как делаю я. Я открываю новый чат, говорю ему: слушай, у меня такая-то задача, мне нужно вот это сделать. Подскажи мне, как мне сделать промпт, допустим, там, для тебя или там для курсора, да, то есть чтобы это было нормально, да, чтобы это отвечало на мою задачу. Допустим, привожу пример. Вот я говорю, вот у меня есть такой-то сайт, мне нужно его скопировать. Мне нужно скопировать из него вот эти страницы, чтобы ты сгенерировал для них содержимое. Нужно, чтобы были вот такие-то блоки, скажем, баннер, место под баннер, место под какие-то промокоды, какие-то фишки под то есть, ну, перечислять сейчас все не буду. В общем, объясните, что вы хотите сперва. И потом спросите, какой промпт нужен, чтобы получилось, что я хочу. И задай мне вопрос. Он вам сам задаст вопросы, и вы на них ответите, и это будет намного более точно. Не переоценили это, я думаю, что во некоторых случаях переоценка есть, потому что, вы видели, да, что он иногда, конечно, на мой взгляд, это самая умная модель, что я видел, да, Opus и как он там, Sonnet, да, 4,6 Sonnet, по-моему, да, ведь так, Михаил? Да, похоже. Ну, 4,3 Вот, сонет точно, а вот опус там какой-то другой может. 4,6, по-моему, я уже с Ага. этими цифрами путаюсь. В общем, штука классная, пользуйтесь, изучайте, но проверяйте. То есть, как с любой нейронкой, доверяй, но проверяй. Вот так. Мгм. Спасибо. И пишите сперва, что хотите, и просите задать вопросы перед простым промптом. И Да. тогда у вас будет нормальный промпт, и вы сможете точно ему объяснить, потому что вы можете в своей голове вам казаться это понятным, а для него это вообще непонятно. Мгм. Герман спрашивает, может, я не услышал, какой тариф и сколько полный аудит сжирает? Ну, видимо, по токенам. Да, значит, у нас самый простой тариф за $100, сожрал он, грубо говоря, то есть там какая ситуация? Там, по-моему, было, я, может быть, немножечко напутаю с нулями по поводу этих API-лимитов, но там такая ситуация очень интересная. У нас, грубо говоря, там 150 с чем-то тысяч этих каких-то API там, ну, назовем, скажем, токенов. 150 с чем-то. При этом у нас потрачено 772 тысячи вот этих всех. Или там, ну, по-моему, там тысяча все-таки, а не в миллионах. То есть он у нас вышел из лимита намного дольше. Почему так было? Потому что один из наших ребят, с которым мы работаем в этом аккаунте, он решил купить за $50 еще. Вот он их купил, вот он смог дожать до этого лимита в 700 с чем-то там тысяч токенов,
выйдя при этом из лимита в 100, а, 150, 55, допустим, да, тысяч. В общем, вот такие тут моменты, что это очень недешево. А, Там есть много разных тарифов, я просто их все не помню. Я думаю, что вам проще самим зайти в Ahrefs и посмотреть. Мгм. Ну и поясним для новичков, речь идет о стоимости тарифа на Хревсе, да? Да, и просто Мгм. важный момент, у них не было лимита на вот этом тарифе самом базовом. Сейчас он у них появился. Потом Мгм. у них появилась возможность докупить эти лимиты. Мы такие, о, класс, докупили. Потом у нас возможности докупить нет. То есть нет такой кнопки, там, функции, но она была. С чем это может быть связано, не знаю. То есть, может, они что-то сделали, потом поменяли. Но важно то, что у них появилось API доступное, пусть там небольшое, но именно на самом первом тарифе. И это очень классно. Этим рекомендую всем воспользоваться сейчас. Мгм. Вопрос. Как тебе Клод по сравнению с другими нейросетями применительно для SEO-задач? Но я бы тут, наверное, уже в докладе можно сказать, что он, на мой взгляд, один из лучших. Нет, не один, а, наверное, даже самый лучший, потому что а, он очень хорошо понимает некоторые технические вещи, как мне кажется. То есть можно, скажем, ему объяснить, вот есть такая структура проекта, изучи ее и жди от меня задачи. Вот он ее изучает, потом я говорю, слушай, мне нужно вот так-то, так-то поправить и сделать вот это и это. И он берет это и делает достаточно точно. То есть можно, конечно, его попросить тут не ознакомливаться изначально с проектом, но он делает. Что еще про него интересного скажу? Что он вот самое, наверное, мощное, почему я начал им пользоваться, это код. Он начал хорошо писать код для каких-то моих скриптов там или мини-сайтиков, которые я делаю. Этим меня он полностью устраивает. Вот здесь он точно лучше, на мой взгляд. Хотя я справедливости ради не сильно сравнивал его с у GPT, как она этот. У GPT есть какая-то, Кодекс, нет? да, и еще есть Google Antigravity, по-моему. Мгм. Я вот их пока не пробовал, просто потому, что меня они для моих задач меня он полностью устраивает. Для задач SEO нужно его немножечко дообучать, и мне кажется, это лучше, что вот я пока что тестировал. Мгм. Спасибо. Так, Герман просит, опиши roadmap, ну, то есть такая дорожная карта для новичков, поясняю, или план, с Мгм. чего начал и как масштабировал, кто писал алгоритм, сам или нейросеть. Значит, вот просто я бы хотел уточнить, тут он про что конкретно спрашивает? Про SEO-задачи, которые я работаю с Ну курсором, да, или видимо, какой? одна из каких-нибудь твоих SEO-задач для примера просто. Давайте для примера. Вот я, допустим, предположим, у меня нет API, давайте пока забудем вроде, потому что вы его, скорее всего, быстро съедите, и вам надо. Идете в Ahrefs, скажем, вбиваете нужный вам запрос или запросы, выгружаете топы, да, потом выгружаете, скажем, ссылки этих конкурентов. То есть давайте так, сперва вам нужно входные данные собрать, которые, по вашему мнению, пока что по вашему мнению, хорошо помогут вам решить вашу задачу. То есть вы собираете входные данные. Далее вы потом все это скидываете, то есть они могут быть разные, да, то есть это могут быть там, условно говоря, серпы, это могут быть семантика, это может еще что-то, это может быть внедрение семантики на новый сайт, это просто все очень уникально. Но вы сперва собираете входные данные, потом объясняете ему задачу. То есть можно даже в каком-то разговорном формате, есть сейчас много приложений, которые позволяют аудио записывать туда. Объясняйте ему задачу. И спрашивайте, задай вопрос, мужик, что тебе надо от меня, если ты, чтобы он вам это не спрашивал, вернее, скажите ему, задавай вопросы, перезаполним задачи, чтобы у тебя было понятно и лучше выполнить эту задачу. Также, если каких-то данных не хватает, это важно, попроси меня их предоставить, если это, конечно, возможно. Вы прошли первый этап, собрали данные, второе, скинули ему их и попросили ряд уточнений, чтобы он вас уточнил. Он вас что-то уточняет, как правило, он задает по теме хорошие вопросы, вы на них отвечаете, далее он вам что-то дает, какой-то результат, после этого вы его смотрите. В принципе, бывает такое, больше половины случаев, вот как раз с клаудом, что он сразу мне делает то, что нужно.
Вот удивительно, почему так высоко оцениваю. Просто не всегда нужно его дорабатывать. Далее потом вы можете, если в этой задаче, которую вот вы сейчас проделали, она вам нужна будет еще раз, вы можете из этой беседы сделать проект. То есть вы прямо ему пишете: я хочу сделать проект вот для этой задачи, опиши мне инструкции для проекта в Cloud, чтобы я мог их скопировать и, собственно говоря, внедрить и повторять многократно. То есть давайте еще раз повторю. Сперва вы собираете входные данные, да, у вас есть задача, которая нужна. Потом вы эти данные скармливаете, уточняете, все ли тебе здесь понятно, вопросы, что еще не хватает из данных, получаете от него ответ. Дальше вы смотрите, что он вам отправил, насколько это похоже, проверяете его, потому что вот как в примере с аудитом какого-то сайта, который там упал, из-за вот апдейта, он много где попал, как мне кажется, много где не попал. Проверяйте и не воспринимайте его всегда как истину последней инстанции, но он очень умный. Он прям классно справляется, но нужно его проверять. Вот я надеюсь, наверное, вот так ответил, или Михаил, я просто не очень... Ну вот Герман поясняет, что про инструмент речь. Ну да, по сути, речь, ты об этом и Да, говоришь. и один еще из моментов, который я хочу сейчас рассказать, допустим, работа с VS-кодом. Вот у вас есть VS-код, и к нему подключен, допустим, Cloud. Как делаю я? Так как у меня есть и Cloud, и GPT, я могу вообще написать GPT, объяснить: слушай, мне нужно ТЗ для Cloud, который напишет мне код вот на такой-то, такой-то проект с такими-то, такими функциями, также задаю вопросы, вот какие-то входные данные, скриншоты, еще что-то. Потому что как раз вот момент, когда вот, то есть он вам пишет какое-то задание с какими-то пунктами, это просто дешевле немного сделать в GPT, чем в Cloud, в моем случае конкретно. Большое подробное задание, потом я скидываю его уже самому VS Code, ну не VS Code, то есть Cloud в VS Code, он это все читает, изучает и начинает делать. То есть сперва для того, чтобы когда перейти подписать код через VS Code, нужно сделать план. Либо сделать его на стороне, либо где-то еще. Потому что просто описать ему: слушай, сделай мне вот такой-то сервис, который будет парсить всех конкурентов, ну, он, естественно, ничего не сделал, он какую-то фигню сделает, нужно что-то подключить, что-то еще. То есть нужно подготовиться к задаче еще. Потому что, вот как я по разработке вам сейчас говорю, что данные входные, да, он может сказать: вот, слушай, тебе нужно поставить Python, тебе нужно поставить, там, скажем, там JS или что-то еще, чтобы работать вот с этим вот проектом, который я сейчас описываю. Или, скажем, тебе нужен там API-токен какой-то базы данных. Или тебе нужно и что-то еще. Это очень важно, чтобы он вам это сказал, потому что вы в ТЗ у вас просто может быть такая ерунда написана, что он вам пишет вот такой-то ТЗ, и вот тебе API-ключ, да, вот он прям придумал какой-то там API-ключ, какие-то просто символы, типа, и там как раз написано: вставь свой, или просто там вставь свой, а вы, может, даже не подумав, скопировать это, и будете расстроены, что там пошло все не так. Так что вот уточняя перед этим, вы по ним, ну, как бы сохраняете себе ваше время на будущее. Вот. Спасибо. Герман еще спрашивает, что реально внедрил на сайте, на сколько штук и какой буст в итоге? Значит, первое, что я вам скажу, что внедрили мы, как сказать, давайте самое главное, чем мы сейчас его используем и чем, это анализ выдачи и поиск новых запросов, поиск новых там, может быть, брендов, чего-то еще. И вот здесь, на самом деле, я доволен, потому что мы начали находить какие-то небольшие совершенно запросы и ключи, которые... Ну вот давайте сейчас вот элементарный пример. Прошла неделя, то есть вот сделали несколько сайтов разных гео, и один в Германии по определенному не очень очевидному запросу, по моему мнению, очень конкурентному, но оказалось, что не особо конкурентному, вылез в топ, там мало трафика, но, то есть, грубо говоря, там 800 в день. Ой, не в день, это в месяц. Вообще частотка, ключ очень низкочастотный. Но при этом там уже было несколько депозитов, стоимость депозита там 220 евро. То есть вот пример, прошло, грубо говоря, 1 месяц и неделя. Сейчас я не знаю, как у меня дела, там есть вопросы к этому домену в плане там с регистратором.
но вот один из примеров. Что еще внедрили? Значит, генерация текстов. У нас есть свой контент-завод, он использует и как GPT, и как Cloud. Далее, значит, про архив я сказал, про Cloud сказал, про код сказал. В целом какие-то вот, что можно внедрить, на что не внедрил, можно, допустим, просить его что-то обновлять автоматически через него же. Я вот тут, здесь, наверное, вот все, что я внедрил, я просто не так уж много времени это пришло, чтобы что-то прям сразу внедрять, а рост был у небольшого количества мелких сайтов, которые были сделаны, проанализированы с помощью него, и мне он в целом как бы показался достаточно перспективным. То есть если первые депозиты уже пришли. Мгм. Отлично. Следующий вопрос. Как тебе Клод по сравнению... это мы уже, да, задали, тут продублировалось. Так, вот вопрос такой. Использовал ли ты курсор по таким же задачам, как Клод? Если да, как справляется? Значит, дело в том, что в самом курсоре, кстати, может, даже могу его сейчас открыть, у меня вот на этом компьютере как раз он есть. Ага, говори, я поделюсь экраном, когда можно. Сейчас я открою его. Допустить от имени администратора. Сейчас посмотрю, что там это проект еще. Ну да, чтобы там ничего не показывать не нужно. Да, я просто даже не знаю, что это за проект. Открыт последний, но там думаю, что ничего такого палящего либо запрещенного точно нет, но давайте все-таки. Что-то он у меня немножко так подтупливает. В общем, пока он тупит, чтобы не записать. Может, из-за трансляции? Да, может из-за трансляции. Да, так, словами расскажи. Окей, да. Нет, слушайте, открылся. Открылся? Ну, говори, если можно выводить, то выйду. Да, давайте, открывайте. Открывай, так, выводи. На экране. В общем, в чем суть? Здесь есть, во-первых, авто. Давайте сейчас я его возьму. Так, авто. В чем прикол? Когда вы нажимаете авто, это их какая-то там нейронная как называется. Она в целом, у нее есть тоже режимы. Это план, дебагинг, поиск и ask. Ask – это когда вам нужно просто пообщаться, ну, там, по проекту или за жизнь. Вот. Дебаг – это когда он пытается устранить конкретную проблему. План – это когда он обрисует какой-то сложный план, а вот это agent – это, условно говоря, базовая настройка, вы ему говорите, он что-то делает. Далее, вы можете включить здесь Sonnet, но в чем тут нюанс? Вот конкретно Sonnet, который у меня есть на моей подписке курсора, он достаточно быстро съедается. И я в целом пользуюсь и тем, то есть и VS Code с курсором, и вот этим сонетом, да, то есть здесь в курсоре, и автоматической вещью. Мое мнение, однозначно Sonnet 4 и 6 лучше, чем вот то, что есть дефолтное в курсоре. Opus, как он там, здесь он, по-моему, есть. Да, Opus здесь есть. Opus – это тоже их модель, она еще более умнее, но она и дороже. Она прям для сложных задач, я рекомендую использовать Opus, для средних Sonnet. Вот мое такое мнение. Вот. В принципе, все, наверное. Подробно ответил на Спасибо. вопрос. Так, экран скрыл. Сейчас. На данный момент вопросы закончились, и по традиции, Дмитрий, расскажи, чем ты можешь быть полезен зрителям. Могу слайд своими контактами вывести. Я вот тут допустил косяк, я его не сделал. Ну ничего, все твои контакты под видео размещу без проблем. Окей, хорошо. Во-первых, если вам нужен прогон ссылками, это могу быть вам полезен. В принципе, это, наверное, самое целевое, что можно здесь, так сказать, прорекламировать и сказать. Вот. А, кстати, вот, да-да, говори. Да-да, ты что-то хотел сказать про курс, наверное. Нет, не про курс, а про то, что как ты видишь вообще вот в связке с Клодом, всякими Клод-коды, вот эти все кодексы и так далее, когда уже можно вайп-кодить, так сказать. Есть ли какие-то перспективы делать прогоны с помощью нейросетей? Подключать, например, API там какого-нибудь Ксивила, API там для разгадывания капчи и так далее, вся эта вот замесить.
Есть ли Я, какие-то перспективы в этом плане? я думаю, что не то, что есть перспектива, я об этом постоянно думаю. Дело в том, что не всего, что мне хочется, есть нормальная API. И это, Мгм. возможно, пока единственное, что меня останавливает. Вот. Мгм. Есть масса костыльных решений там, допустим, но вот сейчас, я прям на это смотрю, и вот это меня больше всего, наверное, интересует в плане вот даже знаешь что, наверное, уже можно внедрить такие вещи, как, поиск доноров, да, Да, с помощью. спокойно. Более того, можно даже искать не просто донора для постановки ссылок, а как это, Ну, парсить паразитов. API, парсера, например, подключать там всех этих Да, тоннелей. можно использовать для паразитного SEO, допустим. Он там может хоть что-то там в браузере писать, регистрировать, Мгм. вставлять сам. Вообще, кстати, вот идея, наверное, идея. Если взять, такая услуга есть Geo, это вот под нейросети. Мгм. А, Можно же просто это почти полностью автоматизировать, если он нормально сможет регистрироваться, писать там на каком-нибудь VC где-то еще. Только почту нужно все Мгм. так нормально подтверждать. Ну, VC достаточно сложный пример, наверное, но какие-то более простые решения, думаю, что он может прям посевом контента заниматься вполне, Да, ну, не спокойно, но можно при определенном упорстве этого добиться. да, Ревьюшники заполнять он может, я думаю. А, Ну, в общем, мониторить конкурентов. То есть может он, допустим, мониторить конкурентов, что конкурент купил, да, и вам, условно говоря, в Телеграм писать, слушай, а вот он купил ссылку с такого-то сайта, надо тебе тоже купить, наверное. Или посмотри. То есть э, я думаю, что точно, да, и просто вопрос, когда у всех появится нормальный API. Либо как-то его да. обязательно решить. Сам над этим работаю. Ага. Ну, спасибо огромное, Дмитрий. И еще какие-то там, может, завершающие мысли можешь сказать? Завершающая мысль такая, домашнее задание всем прямо зайти в этот клауд, купить его, если он стоит не так дорого. Можете вполне себе купить его, есть как бы агрегатор, где-то можно купить. Задать ему конкретно вопрос, что ты по SEO умеешь, что ты можешь, вообще, что ты можешь в этой, да, как бы Что ты жизни. по жизни? Спросить у него. Это в фильме был. Да, то есть у вас есть какая-то рутинная задача, которую вам нужно автоматизировать. Расскажите ему об этом, и он вам предложит решение. Второе, у вас есть какие-то сомнения по SEO, расскажите ему, он попробует вам это решить. Не факт, что это будет идеально, но может попробовать. В общем, мое такое напутствие, домашнее задание всем, попробуйте, вот начните с ним действовать, потому что многие даже не знают об этом. Я как общался тут, на том самом Мгм. SEO Club, вот, к сожалению, многие не знают, но будут знать, наверное, больше со Да. временем. Я бы такое еще Вот. завершающее слово сказал вот от себя просто, что у меня за всю историю SEO, ну, 20 лет, там, с 2006 года, два только самых ярких в плане, так сказать, воодушевления от работы было периода. В 2013 году, когда я открыл для себя из видеороликов Мэтью Вудварда многоуровневые ссылки, вот эти все Мгм. GSA, там вот эта вся вот эта просто фантастика была, и там в топ все летало. И второй раз, когда я открыл Claude Code, именно не Claude AI, а именно Claude Code, и вот это буквально вот последние недели, я там просто все время свободное какое есть, все там пропадаю. То есть это шикарная штука, это как будто крутой программист у вас под боком, который днем и ночью ждет от вас каких-то указаний что-то делать. Всегда поможет. Это просто огромная тема, я тут очень по верхам по SEO, есть SAP-агенты. Мгм. Это внутри самой вот этой вот штуки можно сделать мини-агентов. У них есть инструкции, скиллы, которые они могут применять. То есть там пространство для работы огромнейшее. Мгм. А, И я думаю, что мы сейчас дойдем, хотя пока что я не думаю, что это прям нормальная возможность, сделать удаленный сервер, на котором будет стоять клоуд, который будет куча скиллов и саб-агентов, которые, скажем, будут как SEOшник общаться с вами через Telegram. Вы ему, Мгм. грубо говоря, даете какой-то там, спрашиваете, он вам хопа, отчет аналитики клиенту, Мгм. даете что-то еще, вам хопа там, план по ссылочному, бюджет по ссылочному. Вопрос только точности всего этого, он большой Мгм. пока что. Да, Потому что, ну, это это уже не за горами, учитывая то, какие темпами все это идет, это меня даже пугает. мгм. Вот. Отлично. Ну, на этой Но позитивной классно. ноте
Благодарю тебя, Дмитрий, за то, что выступил, поделился знаниями. И будет желание, приходи, всегда буду рад. Конечно, конечно. Спасибо Отлично. большое. Увидимся в Питере и Всем не спасибо только. за внимание. Да, Ага. обязательно. Спасибо. Счастливо. Всем спасибо, до Всем новых пока. встреч и увидимся в топе. Пока. Увидимся в топе.